Львица подумала, что кот — ее детеныш, но затем случилось невероятное. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Изабелла Морено, молодой ветеринар и рейнджер, живущая в тихом прибрежном городке у границ огромного национального парка Серенгети. Каждый день она дежурила на станции рейнджеров, куда привозили раненых или ослабленных диких животных, нуждавшихся в лечении и заботе. Изабелла жила одна в небольшом доме всего в нескольких километрах от парка. Ее единственный верный спутник — рыжий котенок по имени Оливер, который не отходил от хозяйки ни днем, ни ночью и всегда сопровождал ее в повседневных делах. Тем утром солнечный свет заливал траву у дома. Это было редкое тихое утро. Изабелла расстелила одеяло прямо на траве, легла и прижала к груди Оливера, наслаждаясь драгоценной минутой покоя. Щебет птиц доносился издалека, смешиваясь с мягким шумом теплого ветра, и все это приносило чувство бесконечного умиротворения. Котенок закрыл глаза, трясь головой о руку хозяйки, словно ощущая любовь и защиту. Но покой длился лишь мгновение. Из глубины саванны, откуда ветер гнал сухую пыль и запахи трав, вышла исхудавшая самка львицы. Ее походка была медленной, взгляд — усталым и печальным. Это животное рейнджеры пытались отслеживать, но она исчезла много месяцев назад. Теперь же ее тело выглядело истощенным. Живот впал, движения были вялыми и безжизненными, выдавая долгие страдания от голода и жажды. Она медленно направилась к месту, где на одеяле лежала Изабелла с котенком. Девушка, все еще погруженная в свои мысли, не сразу заметила приближение львицы. Первым опасность почуял Оливер. Он резко заскулил и вырвался из объятий хозяйки. Изабелла вздрогнула и подняла голову. Всего в нескольких метрах от нее стояла взрослая львица с ее пугающим глубоким взглядом. Сердце девушки замерло, она судорожно прижала котенка к груди. Профессиональный инстинкт ветеринара подсказал: хищник всегда опасен и непредсказуем. Но львица не спешила нападать. Она осторожно опустилась на траву и издала тихий жалобный стон. Ее взгляд был устремлен не на девушку, а на котенка в ее руках, и этот взгляд был не злобным, а полным тоски и боли. Изабелла едва дышала. Страх сковал ее тело, но что-то в поведении львицы сбивало с толку, она словно не видела в них добычу. Девушка медленно поднялась, плотнее прижимая Оливера, и осторожно отступила к двери дома. Каждый ее шаг был наполнен напряжением. Она внимательно следила за каждым движением львицы, готовая в любую секунду спрятаться. Но львица оставалась неподвижной. Ее глаза следили за Изабеллой, но в них не было охотничьего огня, лишь усталость и боль. Добравшись до дома, Изабелла приоткрыла дверь, быстро юркнула внутрь и захлопнула ее. Через окно она продолжала наблюдать. Львица все еще лежала на траве, стонала и не пыталась уйти. Впалый живот и свалявшаяся шерсть ясно говорили: животное было на грани. Как ветеринар, Изабелла поняла — это не угроза, а крик о помощи. Она поспешила на кухню, взяла немного свежего мяса из холодильника и поставила перед дверью. Учуяв запах, львица медленно поднялась, подошла и жадно принялась есть. Она даже не рычала, сил на это уже не оставалось. Изабелла крепко прижала котенка и дрожащими руками набрала номер станции рейнджеров. Ее голос был прерывающимся, когда она описывала ситуацию. В голове промелькнула мысль: если бы я замешкалась еще на несколько секунд, все могло закончиться ужасно. Оливер сидел у нее на руках, широко раскрыв глаза, и смотрел в сад с напряженной настороженностью.
Через 15 минут к дому подъехал пикап рейнджеров. 2 мужчин вышли с транквилизаторами в руках. Изабелла тут же выбежала, быстро объясняя все, от появления львицы до момента, как она дала ей мясо. Рейнджеры сразу узнали животное. Это была та самая львица, у которой недавно погиб единственный детеныш. После этой потери она исчезла, и патрульные уже считали ее погибшей. Теперь все становилось ясно. Львица приняла Оливера за своего детеныша. Рейнджеры переглянулись, и один из них поднял ружье с транквилизатором. Второй внимательно наблюдал за зверем. Львица все еще лежала неподвижно, слишком слабая для нападения. Выстрел, и стрела с транквилизатором вонзилась в ее плечо. Жалобный рык, шаткая походка, и вскоре она упала на траву, погрузившись в глубокий сон. Изабелла и рейнджеры поспешили проверить дыхание. К их облегчению львица была жива, просто обессилена от голода и страданий. Ее шерсть была рваной, тело истощенным, но в этом образе не было агрессии, только одиночество и тоска. Рейнджеры аккуратно подняли львицу на специальные носилки и перенесли в машину. Изабелла, не колеблясь, села вместе с ними, держа котенка, и отправилась на станцию. Ветеринарная клиника ожила в тот вечер. Изабелла и ее коллега-врач начали срочный осмотр. Они ставили капельницы, вводили питательные растворы, очищали шерсть от паразитов и после базового восстановления перевели львицу в просторный вольер. С этого дня каждый день Изабелла приносила мясо и воду, наблюдала и записывала малейшие изменения. Сначала львица смотрела с недоверием, но постепенно ее взгляд стал мягче. Она уже не рычала при виде людей, а порой даже смотрела прямо на Изабеллу, будто понимая, что та пришла помочь. Через неделю львица снова встала на лапы. Ее шаги стали уверенными, глаза засияли жизненной силой. Она рычала громко, напоминая всем, что хищник вернул себе силу. Команда рейнджеров единогласно решила, пришло время вернуть ее домой, в дикую природу. Львицу погрузили в клетку на грузовик и повезли по пыльным дорогам вглубь парка. На бескрайней равнине они остановились. Дверь клетки медленно открылась. Тишина окутала всех, сделав момент почти священным. Львица вышла на свободу, глубоко вдохнула знакомый воздух и остановилась. Затем она повернула голову, посмотрела прямо на Изабеллу и рейнджеров. В ее глазах девушка прочла благодарность, смешанную с печалью прощания. Изабелла улыбнулась и слегка кивнула, словно говоря: «Будь сильной, живи дальше». Львица тихо зарычала, затем развернулась и побежала вперед, растворяясь в золотых травах. Ее силуэт постепенно исчез вдали, слившись с ветром и солнечным светом. Изабелла и рейнджеры стояли молча, их сердца были наполнены эмоциями. Они знали, только что они стали свидетелями возрождения. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.